Вы когда-нибудь задумывались, глядя на перрон аэропорта, почему почти все современные пассажирские лайнеры выглядят одинаково? А почему грузовые самолеты выглядят иначе, но тоже похожи друг на друга? Это мы не говорим про военные самолеты, там вообще царство футуризма. К сожалению, не существует идеальной универсальной конструкции самолета. Каждое конструктивное решение служит определенной цели и имеет свои достоинства и недостатки. Самолет – это совокупность компромиссов, где каждая деталь – это результат жесточайшего спора между законами физики, безопасностью и экономикой. Сегодня мы постараемся разобраться в основных видах компоновок самолетов и попробуем понять их сильные и слабые стороны. Давайте начнем с крыла. Это главный элемент, который держит нас в воздухе. На заре авиации королями неба были бипланы – самолеты с двумя парами крыльев, соединенными расчалками и стойками. Все дело в прочности и мощности. Первые двигатели были слабыми, а материалы – хрупкими. Чтобы поднять самолет в воздух, нужна была огромная площадь крыла. Проще всего было построить этажерку – жесткую прочную коробку, которая давала много подъемной силы при небольшом размахе. Бипланы невероятно маневренны и могут взлетать с крошечных площадок. Существовали даже трипланы. 3 крыла давали еще больше маневренности, позволяя буквально разворачиваться на пятки. Но у этой медали была обратная сторона – сопротивление воздуха. Каждое лишнее крыло, каждая стойка и расчалка между ними тормозили самолет. Как только конструкторы научились делать прочные крылья из металла и алюминия, наступила эра монопланов. Одно крыло, минимум лишних деталей, минимум сопротивления и максимум скорости. Сегодня бипланы остались либо в сельском хозяйстве, либо в высшем пилотаже, где маневренность важнее скорости. Современный самолет – это почти всегда моноплан. Посмотрим на самые распространенные пассажирские самолеты Boeing 737 или Airbus A320. Все они низкопланы. Это означает, что крыло проходит под фюзеляжем. Почему это стало стандартом для пассажирских перевозок? Во-первых, безопасность. При аварийной посадке на воду или грунт крыло работает как огромная подушка безопасности и понтон, защищая пассажиров. Во-вторых, обслуживание. Техник может осмотреть двигатели, не карабкаясь на высоту трехэтажного дома. И третий фактор – это экранный эффект. При посадке низкое крыло создает под собой воздушную подушку, которая позволяет самолету коснуться земли на меньшей скорости. Но, к сожалению, ничего идеального не существует, и эта схема имеет свои минусы. Например, низкопланы уступают остальным схемам в аэродинамическом качестве примерно на 4-5%, а еще у них несколько хуже боковая устойчивость. Если же мы посмотрим на грузовики или самолеты, которые летают с грунтовых полос, то мы увидим высокопланы. Тяжелый фюзеляж вместе со всем своим содержимым висит под крылом. Такой самолет более устойчив. Если ветер его накренит, он сам под собственным весом захочет вернуться в ровное положение. Кроме того, это практично. Фюзеляж висит низко над землей, удобно закатывать грузы через рампу, а двигатели висят высоко и не засосут камни и пыль с плохой полосы. Идеально для суровых условий Сибири или Африки. Но и тут не обошлось без недостатков. Высокоплан может позволить себе короткие и легкие стойки шасси, которые крепятся к фюзеляжу. Но тогда обычно получается узкая колея. Самолет становится более требовательным при рулении и разворотах на земле. А чтобы сделать колею шире и устойчивее, приходится идти в другой край. Ставить длинные и тяжелые стойки, которые крепятся к крылу. То есть выигрыш по удобству и проходимости самолета частично оплачивается более сложным и тяжелым шасси. Остался еще один возможный вариант – это среднеплан. С точки зрения аэродинамики, это самая чистая схема с минимальным сопротивлением. Но есть проблема. Главная силовая балка крыла, лонжерон, должна пройти насквозь через фюзеляж. В истребителе это нормально, пилот этого даже не заметит. А вот в пассажирском лайнере балка посреди салона вряд ли обрадует пассажиров и просто отнимет кучу полезного пространства. Кстати говоря, существуют и более экзотические схемы. Например, кольцевое крыло или парасоль, когда крыло расположено над фюзеляжем и крепится к нему при помощи подкосов. Если уж пошла речь про крыло, то давайте поговорим о том, как оно выглядит сверху. Здесь мы можем увидеть настоящую выставку геометрических фигур. Самый простой вариант
Это прямоугольное крыло. Его ставят на маленькие самолеты вроде Цесны или старых кукурузников. Оно дешевое в производстве и прощает многие ошибки. Срыв потока всегда начинается в корневой части. Это позволяет элеронам на концах крыла сохранять эффективность, давая пилоту возможность управлять самолетом даже в режиме сваливания. Но зато быстро с таким крылом не полетаешь. С ростом скорости у него слишком сильно растет сопротивление. Самым эффективным вариантом с точки зрения аэродинамического качества является эллиптическое крыло. Оно создает меньше всего паразитного сопротивления, но чудовищно сложно в производстве. Выгибать металл в двух плоскостях одновременно – это дорого и долго. К тому же, если такое крыло решит свалиться, оно сделает это сразу по всему размаху и мгновенно, не оставляя пилоту времени на испуг. Поэтому в качестве золотой середины применяют трапециевидное крыло. Оно легче прямоугольного, меньше металла там, где нет большой нагрузки, и эффективнее его, но при этом его гораздо проще строить, чем эллипс. По аэродинамике оно ближе к эллипсу, чем прямоугольное, но таит опасность. Срыв потока смещается к концам крыла, что ведет к ранней потере эффективности элеронов. Почти все современные рабочие лошадки малой авиации выглядят именно так. Что же касается больших магистральных лайнеров и быстрых бизнес-джетов, то у них всех стреловидное крыло. Когда самолет летит почти со скоростью звука, воздух перед ним начинает сжиматься в плотную стену, ударную волну. Стреловидность заставляет воздух думать, что самолет летит медленнее, чем на самом деле. Поток как бы соскальзывает вдоль крыла, и ударные волны начинают проявляться на более высоких скоростях. Но из-за того, что стреловидность вызывает перетекание пограничного слоя к концам крыла на больших углах атаки, внешняя часть крыла может начать срываться раньше. Из-за этого самолет на малых скоростях становится капризным и неустойчивым. Если же ваша цель – лететь в 2-3 раза быстрее звука, как Concorde или Ту-144, то вам нужно треугольное крыло. Это очень жесткая и прочная конструкция. В него можно залить море топлива. На скоростях в 2 раза быстрее скорости звука оно ведет себя идеально, а на больших углах атаки треугольное крыло генерирует мощные носовые вихри, которые прижимают поток и не дают самолету свалиться. Но из-за низкого аэродинамического качества на малых скоростях на посадке такие самолеты напоминают танцоров на цыпочках. Чтобы создать нужную подъемную силу при посадке, такому самолету приходится задирать нос под углом от 15 до 20 градусов. В том числе поэтому у Конкорда и Ту-144 нос приходилось опускать механически. Инженеры пытались создать идеальный самолет, который может все: и медленно патрулировать с прямым крылом, и пробивать звуковой барьер, сложив крылья назад, как у F-14 или Ту-160. Это круто, но очень тяжело и дорого. Механизм, который двигает крылья, весит столько же, сколько целый грузовик. Определились с крылом, а теперь нужно расставить двигатели. И тут есть неочевидный нюанс. Вот летит самолет. Фюзеляж тяжелый, тянет вниз. Крылья создают подъемную силу и тянут вверх. Крыло изгибается как лук. Если мы повесим тяжелые двигатели под крыло на пилоны, они своим весом будут тянуть крыло вниз, разгружая крыло и противодействуя изгибу. Мы используем вес моторов, чтобы продлить жизнь самолету и сделать крыло легче. В том числе и поэтому схема двигателя под крылом победила. А зачем тогда на Ту-154 или бизнес-джетах двигатели ставят в хвост? Это делается ради чистого крыла. Никаких пилонов, никаких гондол, крыло работает на 100% своей площади. Это позволяет установить мощную механизацию и взлетать с коротких полос. В салоне бизнес-джета при этом значительно тише. Весь шум остается далеко позади. Но за комфорт приходится платить. Хвост становится тяжелым, и самолет сложнее сбалансировать, и иногда случаются вот такие неприятности. Есть и совсем экзотика. Ан-72, который ласково называют «чебурашкой», из-за двигателей над крылом. Зачем? Здесь инженеры решили максимально использовать эффект Куанда. Реактивная струя двигателей не просто дует назад, она прилипает к верхней поверхности крыла и разгоняет над ним воздух. Это создает значительную подъемную силу, даже на нулевой скорости. Результат? Самолету весом 30 тонн нужно всего 800 метров для взлета. Но зато в случае отказа двигателя на таком самолете, его очень сложно сбалансировать по крену, особенно если это произошло на взлете. Если говорить об экзотике, можно вспомнить ранние реактивные лайнеры Ту-104 и De Havilland Comet.
У них двигатели располагались в корне крыла, фактически встроенные в конструкцию. У такого решения были очевидные плюсы. Во-первых, крыло получалось без подвесных гондол и пилонов. Во-вторых, при отказе одного двигателя разворачивающий момент проще парировать. Тяга расположена ближе к продольной оси самолета, плечо меньше, значит и крутит слабее. Но за это приходилось платить. Двигатели, утопленные в крыло, сложнее обслуживать, к ним хуже доступ. А само крыло становится конструктивно сложнее. Нужно и силовую схему держать, и двигатель внутри разместить, и обеспечить безопасность на случай перегрева, пожара или разрушения. Переходим к хвосту. Его задача – балансировать самолет по тангажу. Классический хвост знаком почти всем. А вот Т-образное оперение выглядит гордо и несколько необычно. Стабилизатор поднят на самую макушку киля. Это сделано не для красоты, а чтобы убрать его из зоны турбулентности за крылом и двигателями. Но у этой красоты есть своя цена. Если пилот слишком сильно задерет нос самолета, широкое крыло полностью перекроет поток воздуха к хвосту. Рули высоты попадут в мертвую зону, в аэродинамическую тень. Самолет станет неуправляемым и начнет падать плашмя, как осенний лист. Выйти из этого режима практически невозможно. Есть еще V-образный хвост, или бабочка. Своеобразная попытка сэкономить. Вместо 3 плоскостей мы ставим 2, меньше вес и меньше сопротивления. Но зато управлять таким хвостом сложнее. Рули работают за двоих, отвечая и за курс, и за высоту одновременно. Из-за сложности эта схема осталась уделом легкой и беспилотной авиации. А что если вообще отказаться от хвоста сзади и перенести его вперед? У вас получится схема утка. В классическом самолете хвост давит вниз, чтобы уравновесить нос, то есть он крадет часть подъемной силы. В схеме утка передние крылышки тоже создают подъемную силу. К тому же утка безопаснее при сваливании. При потере скорости переднее крылышко перестает работать первым, нос самолета сам опускается, и машина разгоняется, избегая попадания в штопор. А если есть большое желание, то можно и вовсе обойтись без хвоста. Так рождается схема без хвостка. Так созданы легендарные Конкорд, Ту-144 или истребители Мираж. У них есть фюзеляж, но нет горизонтального стабилизатора. Его роль играют задние кромки огромного треугольного крыла, элевоны. Зачем это нужно? Ради скорости. На сверхзвуке хвост создает лишнее вредное сопротивление. Убираем хвост, летим быстрее. Но есть цена. Меньшая эффективность управления по тангажу из-за короткого плеча элевонов. Осталось рассмотреть самую минималистичную компоновку. Это летающее крыло. Нет фюзеляжа, нет хвоста. Весь самолет – это одно сплошное крыло. Сопротивление воздуха минимально, экономичность и незаметность максимальны. Почему же мы не летаем на таких лайнерах? Потому что они очень неустойчивы. Без хвоста такой самолет может кувыркаться во всех плоскостях. Летать на таком самолете без компьютера, который помогает пилоту контролировать самолет, крайне сложно. Идеального самолета не существует, но существует оптимальный компромисс для каждой конкретной задачи. Поэтому в следующий раз, когда вы будете ждать посадки в аэропорту, посмотрите на перрон другими глазами. Ведь теперь вы знаете, почему у этого гиганта моторы под крылом, а у того бизнес-джета в хвосте. На этом на сегодня все. Вопросы, замечания и предложения в комментарии. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Нам еще есть что обсудить.